Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами делаем лепнину. Покажу, как делаю, как сушу и как крашу. Все подробно расскажу. Оставайтесь со мной. Сегодня мы с вами займемся лепниной, и так как клиентка выбрала тему балета, то сегодня снова балерина. Использую я глину Креал. Покупаю я ее в Швеции в магазине. Стоит она, по-моему, 95 или 98 крон. Это примерно 10 евро. Я очень довольна и работаю с ней давно. Девочки нашли ее на сайте в Германии в каталоге. И больше не знаю, в России сейчас ее нету. Я беру кусочек глины и немножко разминаю в руках. И затем заполняю молд. Она очень легко заполняется, мягкая, с ней очень удобно работать. И полностью заполняю весь молд. Беру ножик или что-то, что вам удобно, и зачищаем молд. Обязательно все надо хорошо зачистить. От этого будет зависеть внешний вид рамочки. Если где-то не хватает, после дополнить. И вот все края, всю серединку, все обязательно ровненько, все зачистить. Чтобы лучше зачищалось, можно немножко водой намочить. И снимаем все лишнее. Обязательно все вот эти края, все должно быть чисто и аккуратно. Из этого молда глина очень хорошо вытаскивается, поэтому я переворачиваю и аккуратненько все вытаскиваю. Так, снова у меня соседи шумят, очень извиняюсь. Все аккуратно, все мы вытаскиваем. Вот наша рамочка. Я ее беру и укладываю на игрушку. Она прямо садится. Ее можно чуть-чуть подтянуть, чуть-чуть растянуть, чтобы все у нас ровно лежало. Теперь займемся балериной. Балерина не так легко все это вытаскивается из молда, поэтому придется отправлять ее в холодильник. Заполняем полностью молд, уделяем внимание вот этим тонким местам. Даже с таким надавливанием их надо заполнить, чтобы все, особенно вот ручки, с которыми возникают всегда проблемы. Все заполняем, зачищаем. Еще раз пальчиком все внутрь надавливаем. Если нам кажется, что где-то глины не хватает, добавляем. Я говорю, уделяем внимание обязательно вот ручкам, ножкам, всем мелким деталям. И все хорошенечко зачищаем. Теперь, когда молд заполнен и все зачищено, отправляем молд в морозилку. Примерно на 20-30 минут. Глину после вскрытия обязательно храним в пакете, чтобы она не подсыхала. А лучше в 2 пакетах. Мой молд 30 минут пролежал в холодильнике, и вот вы видите, как сейчас он хорошо вытаскивается. И все у нас красиво. Берем игрушку и укладываем. Сейчас лепнина должна немного оттаять, и постепенно она будет ложиться и принимать форму игрушки. Вот вы видите, как балерина согревается и постепенно ложится на форму игрушки. Оставим ее еще ненадолго. Ну вот, моя балерина согрелась, и вы видите, она полностью легла на форму. И оставляем сушиться. Обычно я оставляю на ночь. Моя лепнина подсохла, и обычно я выставляю в таком порядке, в котором высушивала, чтобы не получилось, что от одной рамочки у меня другая балерина.
И буду красить я, вот у меня есть такая рамочка, и тут вы видите разные виды золота. И вот такой вот есть он, золото с серебром, что-то очень красивый цвет. Это не перламутровый вот такой вот, как я работала до этого, а именно вот такой. Он очень хорошо подходит к моей игрушке. Вот как выглядит эта бутылочка, металлизированная краска. И затем я все покрою лаком. Я выложила немного краски. Это у меня кафель. И очень удобно с ним работать. Потом просто его протер, и все чисто. И вот вы видите, все подкрашиваю. И не забываем про все боковинки. Вот что получается. И красим всю лепнину. Даже вот внутреннюю часть, не забываем про нее. Моя лепнина покрашена, отправляю сушиться и, конечно, мыть руки. Когда краска подсохла, я покрываю все акриловым лаком. Он у меня прозрачный и с блеском. Сейчас он немного матовый, но когда он высыхает, он становится полностью прозрачный. И просто кисточкой беру и наношу лак. Стараюсь его растянуть, так скажем, чтобы не был лак не оставалось много лака именно вот где у нас фигурные вот эти рамочки и все остальное. И покрываем лаком всю нашу лепнину. Вся лепнина покрыта лаком, отправляем сушиться. Моя лепнина подсохла и уже заняла свое место на игрушке. Посмотрите, как красиво. Все просто идеально. Надеюсь, мое видео вам сегодня понравилось и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А на сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи на канале.